Всем доброе утро! Сегодня я к вам со сливочным миндальным печеньем, с разноцветными конфетками. Новогоднее же печенье должно быть яркое и красивое. Пеките такое печенье, оно делается очень быстро. Наливайте вкусный кофе, и пусть у вас каждое утро будет добрым, а не только рождественское или новогоднее. Абсолютно простое печенье. Я единственное, что с мукой еще смешиваю миндальную муку. И беру 200 граммов обычной муки и 100 граммов миндальной муки. Если нет у вас миндальной муки, ничего страшного, 300 граммов обычной муки вот просеянной берем. На 2 яйца делаю, причем одно яйцо целое, а второе беру только желток. 150 граммов масла, так как печенье у меня миндальное, то добавляю, естественно, миндаль. Но кроме ванильного сахара кладу еще вот такой вот экстракт ванили, чтобы оно было ну вот совсем прям ванильным. Ну и так как сегодня вот делаю конкретно еще и на Рождество, во вторую часть теста добавлю вот такие мелкие конфетки для детей. Все очень просто. Хорошо все смешиваем в однородность. 300 граммов муки, 150 граммов сахара, ванильный сахар. На сахар капаю экстракт ванили. Если хотите, чтобы было более миндальный вкус, возьмите экстракт миндаля. Я капаю где-то примерно вот 5-6 капель, чтобы было. Разрыхлитель. Перемешаю сначала вот так вот сухие ингредиенты. Одно яйцо. Яйца у меня крупные. Если у вас мелкие, то возьмите 3 яйца. И тогда положите 2 полных яйца и 1 желток. Я кладу одно яйцо и 1 желток. И масло сливочное, которое стало очень мягким. Я его вот с утра вытащила. И оно у меня несколько часов при комнатной температуре постояло вот в квартире, чтобы оно было прям мягкое. И замешиваю теперь тесто. Замешиваю только руками. Вот оно должно стать прям однородным. Из этого количества ингредиентов получится 1-1,5 противня, и его будет достаточно на выходные для чаепития. Просто если вам нужно больше, увеличьте в 2 раза продукты. Все до однородности. Вот смешала тесто, оно должно быть вот таким вот мягким, абсолютно податливым, немножко совсем липнет к рукам, хотя уже нормально. Высыпаю сюда граммов 100 миндаля. У меня лепестки можно взять кусочками, но целыми не берите, целыми получится грубо. Поэтому вот как-то на кусочки или вот такие вот миндальные лепестки, я вот больше всего их люблю. Вмешиваю тоже сюда в тесто, выкладываю сюда часть теста. Смотрите сами, вот я сделаю большую часть теста просто с миндалем, а вторую часть уже с конфетками. Формирую такую колбаску-кирпичик. Все заворачиваю. И пока перекладываю на доску, а во вторую часть добавляю конфетки разноцветные. И тоже перемешиваю. И тоже также формирую колбаску. И теперь тесто ставлю в морозилку минут на 40, на час. Ну, 40 минут даже хватает обычно. Затем уже формируем печеньки и выпекаем. Печенье нарезаю вот на кусочки. Можно простым ножом. Если есть фигурный вот такой нож, тоже будет красиво. И выкладываю на пергаментную бумагу, на противень. И ставлю в духовку. В духовку ставлю хорошо разогретую, 180 градусов, минут на 20-25. Смотрите по своей духовке. Печенье просто должно быть хорошо подрумяненное. Да, и режу печенье вот миллиметров 5, вот так вот примерно. Я не делаю сильно тонкие печенья. Если вы хотите, чтобы печеньки были совсем у вас вот прям хрустели, сухие были, то можно и по 3 миллиметра. Но я вот делаю вот такого вот размера. И вот смотрите, это у меня первый противень вышел. И вот они вот такие вот, ну, передержанные для меня, сильно перерумяненные. И это 25 минут. Я, честно сказать, забыла про них. А вот это вот 15 минут. Вот они еще даже горячие. Сейчас, если достану один. Вот. Но это вот я люблю вот такие вот, немножко, чтобы были они бледноватые. Поэтому вот у меня бледные 15 минут. Сами видели, очень простое тесто, просто делается, выпекается достаточно быстро. Поэтому делайте такое печенье, готовьте к Новому году, к Рождеству. Приятного чаепития вам!
Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. За лайки вам, конечно, всегда спасибо. И пусть у вас будет праздничное настроение.